Привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас уже 3-й выпуск медленного подкаста на русском языке. И сегодня мы поговорим про этикет в отношениях. Как же начинаются, строятся отношения в России? Как люди знакомятся, ходят на свидания, что принято делать, а чего лучше избегать и не делать. Поэтому сегодня будет очень интересный выпуск. Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что вы можете приобрести скрипты к моим подкастам, медленным подкастам на русском языке и аудиоформат подкаста, чтобы вы могли слушать его в любое удобное для вас время. Также у меня прекрасные новости. Я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с новыми словами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот документ, заполняйте короткую форму ниже. Ссылка в описании под этим видео. А мы начинаем! Я подготовила для себя презентацию, чтобы у нас был структурированный подкаст. Иногда буду подглядывать. Начнем со знакомства и начала отношений. Русские очень любят знакомиться в компаниях. Часто вас могут познакомить с вашей будущей половинкой, ваши друзья или знакомые. Но в современном мире, особенно в больших городах, люди знакомятся через интернет. Да, знакомятся на сайте знакомств. Сейчас это достаточно часто. Но я знаю, что многие люди предпочитают знакомиться в компаниях, в общих компаниях или на свадьбах у друзей, на вечеринках у друзей. Да, это тоже достаточно частое явление. Как правило, в России первыми знакомятся мужчины. Безусловно, бывают исключения, но, честно говоря, я не знаю ни одну девушку, женщину, которая первая познакомилась со своим будущим мужем, будущим партнером. Правда, не знаю. В основном первыми знакомятся мужчины, пишут мужчины, например, в социальных сетях, либо на сайте знакомств. Также я подготовила список фраз, которые вы можете использовать при первом знакомстве. Например, «Здравствуйте, можно с вами познакомиться?» «Здравствуйте, можно с вами познакомиться?» Или «Вы не против знакомства?» «Вы не против знакомства?» «Я бы хотел пригласить вас в кафе», если говорит мужчина. «Я бы хотел пригласить вас в кафе». Женщина скажет: «Я бы хотела пригласить вас в кафе». «Я бы хотела пригласить вас в кафе». Либо мы можем сказать: «Можно вас пригласить в кафе или в ресторан?» «Можно вас пригласить в кафе или в ресторан?» Более неформальное предложение может звучать так: «Может, по чашечке кофе?» «Может, по чашечке кофе» — это значит, может быть, мы выпьем с вами по чашке кофе. То есть, давайте пойдем в кафе и выпьем по чашке кофе. Следующий очень важный пункт отношений — это цветы. Конечно же, цветы. Цветы в России дарят не только на праздники, но и просто так, без повода.
без повода. Да, обычно мужчины дарят нечетное количество цветов. Например, 3, 5, 7, 9 и так далее. Потому что если вы подарите девушке, женщине четное количество цветов, то у вас будут серьезные проблемы. Потому что в России мы дарим четное количество цветов, например, 2 цветка, 4, 6, только на похороны. Да, поэтому будьте очень внимательны. Я знаю, что во многих странах дарят четное количество цветов, и это нормально, но только не в России. У вас будут проблемы, поэтому только нечетное количество цветов. Девушки, женщины часто ожидают от мужчин, что они будут дарить им цветы без повода, просто так, чтобы их порадовать. Давайте посмотрим на фразы, которые вы можете использовать. Это тебе. Это тебе. Или эти цветы для тебя. Я просто хотел тебя порадовать. Эти цветы для тебя. Я просто хотел тебя порадовать. Или я просто хотела тебя порадовать. Кстати, интересный факт. В России женщины дарят цветы женщинам тоже очень часто, потому что мы хотим порадовать подруг и поднять им настроение. Почему нет? Это, я считаю, очень-очень здорово. Часто, когда мы ходим в гости, мы покупаем цветы хозяйке. Например, когда я иду в гости, я всегда покупаю цветы для хозяйки, чтобы поднять ей настроение. Переходим к самому интересному. Первое свидание в России. Обычно девушки, женщины ожидают, что мужчина будет вести себя очень галантно, будет вежливым и внимательным. Мужчины обычно открывают женщинам двери. Да, это очень важно, это знак уважения и заботы о женщине. Также мужчина может отодвинуть стул для женщины, чтобы она присела, чтобы ей было удобнее присесть за стол. Кроме того, как правило, не всегда, но как правило, мужчина платит за женщину в ресторане. Безусловно, на первом свидании женщина может предложить оплатить счет. Оплатить счет я имею в виду пополам, оплатить свою долю. Но, как правило, мужчина настаивает на том, чтобы оплатить весь счет. И поверьте мне, женщины это оценят, им это понравится. Конечно, не всем женщинам, зависит от человека. Давайте посмотрим на фразы, которые вам могут пригодиться. Давай я заплачу. Давай я заплачу. Или я угощаю. Я угощаю. Или это за мой счет. Это за мой счет. Общение и внимание. Это очень интересная тема, потому что русские на первых свиданиях очень открытые. Они могут обсуждать планы на будущее, видение будущей семьи. Хотят ли они детей в будущем или нет? Хотят ли они построить крепкую семью? И какие у них намерения в отношениях? Это очень интересно, потому что люди не всегда, но очень часто на первых свиданиях обсуждают достаточно серьезные и откровенные темы. Давайте посмотрим на фразы, которые помогут вам проявить внимание. Доброе утро, как ты спала? Доброе утро, как ты спала? Или как ты спал? Или добрый день, как проходит день? Добрый день, как проходит день? Или как твой день?
Как твой день? Мы можем ответить: все хорошо, спасибо, что написал. Все хорошо, спасибо, что написал или написала. Или спасибо, что интересуешься. Спасибо, что интересуешься. Также мы можем сказать: мне приятно твое внимание. Мне приятно твое внимание. Следующий важный шаг — это знакомство с родителями. Как правило, знакомство с родителями случается, когда люди планируют пожениться или у людей уже достаточно серьезные отношения. Как правило, мы приходим на знакомство с родителями с подарками. Обычно это красивый букет цветов для мамы и какой-нибудь алкоголь, либо сладкое для папы. Конечно, мы также можем купить другие подарки, такие как книги, картины и так далее. Возможно, что-то для дома. Как правило, родители накрывают на стол. Это обычно огромный стол, который ломится от еды. Давайте посмотрим на фразы, которые вам могут пригодиться. Спасибо за приглашение. Спасибо за приглашение. Я очень много о вас слышал. Я очень много о вас слышал. Или я очень много о вас слышала. Я очень много о вас слышала. Я очень рада знакомству. Я очень рада знакомству. Или я очень рад знакомству. Я очень рад знакомству. Или наконец-то мы познакомились. Наконец-то мы познакомились. Представим, что пара уже поженилась и живет вместе. Как правило, считается, что у мужчины золотые руки. Мужчина может починить дверь, починить кран и так далее. Мастер на все руки. Конечно, в современном мире можно вызвать действительно мастера, но женщина, девушка оценит, когда мужчина сам починит кран или сделает какую-то работу по дому. Например, починит стол, соберет стол. А что же касается женщин, девушек, то они хранительницы очага, хранительницы домашнего очага. Они, как правило, готовят, убирают и занимаются домашними делами. Я хочу вам сказать, что в современной России, как правило, домашние обязанности делят оба партнера. Кто-то, например, моет полы, кто-то пылесосит, другой партнер готовит, а второй партнер, например, моет посуду. То есть сейчас все домашние обязанности, как правило, разделяют оба партнера. Но есть очень много семей, в которых сохранилась иная модель отношений. Женщина, хранительница домашнего очага, она растит детей, занимается детьми, занимается домом, прибирается, моет посуду, готовит и создает уютную атмосферу в доме. А мужчина, он добытчик, он ходит на работу и зарабатывает деньги, чтобы обеспечить семью. Ну что, ребята, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео, подкасты. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока-пока, увидимся, хорошего вам дня!